Вы можете не курить, правильно питаться, заниматься спортом, но если вы каждый день вдыхаете токсичные пары, работаете по ночам или живете в хроническом стрессе, вы можете находиться в самой высокой зоне риска развития онкологических заболеваний. И это не страшилки, это не теория заговора, это официальные данные, десятилетия наблюдений и отчеты Международного агентства по изучению рака, где многие профессии уже четко отнесены к группе канцерогенного риска. В этом ролике я расскажу вам о 5 профессиях, которые находятся в зоне повышенного онкориска. И, конечно же, расскажу, как максимально этот риск снизить. Давайте начнем с того, почему профессия влияет на риск рака. Многие думают, что рак появляется внезапно, но на самом деле это очень медленный процесс. Опухоль развивается годами, даже десятилетиями. И каждый день, как капля в чашу, добавляется новая мутация, новое повреждение ДНК. Вы каждый день вдыхаете токсины на производстве или работаете ночами, когда ваш организм должен восстанавливаться. Это уже системная нагрузка на организм. Например, ночные смены сбивают циркадные ритмы. И гормоны, которые подавляют опухолевые клетки, они просто не вырабатываются вовремя. Иммунная система работает хуже, а воспаление, наоборот, усиливается. Хронический стресс на работе – это не просто нервы. Это повышенный риск физиологического воспаления, который стимулирует рост опухоли. А теперь добавим то, что идет в комплексе с большинством профессий. Сидячий образ жизни, нехватка сна, перекусы на бегу, обед из автомата, переедание на ночь, потому что днем не успел. И вот уже организм живет в режиме постоянного хронического стресса, в котором раковым клеткам легче выживать и размножаться, потому что никто не контролирует их, иммунитет занят другими проблемами. А среда внутри тела, воспаленная, перегруженная, уставшая, становится для них благоприятной. Если вы работаете в условиях риска, вам нужно вдвойне заботиться о себе. Первая профессия – пилоты и стюардессы. Это профессия не только романтики, но и повышенного онкориска. На высоте 10-12 тысяч метров они получают в разы больше космической радиации, чем люди, работающие на Земле. Этот фактор официально признан значимым. Ионизирующее излучение проникает сквозь кожу и ткани, может повреждать ДНК и запускать мутации. К этому добавляются постоянные перепады давления, нарушенные циркадные ритмы, хроническое недосыпание, смена часовых поясов. И организм просто не успевает восстанавливаться. По данным Национального института рака 2014 года, у пилотов и стюардесс риск меланомы кожи в 2 раза выше, а риск рака молочной железы у женщин на 50% выше по сравнению с контрольной группой. Этот риск особенно выражен при длительном стаже и регулярных ночных рейсах. Эти данные не повод менять профессию, но повод задуматься о профилактике, регулярный осмотр кожи, маммография, УЗИ, МРТ молочных желез, контроль витамина D и бережное отношение ко сну. Вторая профессия – шахтеры и горняки. Работа под землей – это не только тяжелый физический труд, но и высокий онкологический риск. Главная опасность – это вдыхание радона, пыли, особенно кварцевой. Радон – это радиоактивный газ, который накапливается в шахтах, особенно плохо проветриваемых. Он распадается в легких, излучая альфа-частицы, которые повреждают ДНК в дыхательных путях. По данным международных исследований, у шахтеров риск рака легких выше в 2-5 раз по сравнению с общей популяцией, особенно курящих. Кроме того, у них повышен риск силикоза, а хроническое воспаление легких – это один из механизмов канцерогенеза. Шахтеры входят в список профессиональных категорий, где рак легких признан заболеванием, связанным с профессией. Если вы или ваши близкие работают в этой сфере, то помните, регулярное обследование обязательно. Флюорография, КТ легких, контроль симптомов заболевания. Третья профессия – работники ночных смен. На первый взгляд кажется, ну и что, подумаешь, не спит человек ночью. Но сбой циркадных ритмов – это не просто усталость, это глубокое вмешательство в гормональную иммунную систему организма. Ночью в норме вырабатывается мелатонин, гормон сна, который не только регулирует биоритмы, но и обладает противоопухолевой активностью. Если человек систематически бодрствует по ночам, уровень мелатонина падает, нарушается синтез половых гормонов, повышается уровень кортизола, и организм переходит в режим хронического воспаления. Это уже не просто усталость, а физическая
физиологическая среда, способствующая мутациям и опухолевому росту. С 2010 года Международное агентство по изучению рака официально признало ночную работу вероятным канцерогеном, особенно в отношении рака молочной железы, рака простаты и опухолей кишечника. Риск накапливается с годами. Чем дольше стаж ночных смен, тем выше вероятность изменений на клеточном уровне. По возможности сокращайте количество ночей подряд. Следите за сном днем не менее 7-8 часов в полной темноте. И не забывайте про регулярные скрининги, маммографии, ПСА, колоноскопия, потому что восстановление не роскошь, а необходимость. Четвертая профессия – пожарные и спасатели. Пожарные каждый день дышат тем, что ни один человек не должен вдыхать. Горящий пластик, лаки, изоляция, строительные материалы – это смесь токсинов и канцерогенов, диоксины, ароматические углеводороды. Эти вещества проникают не только через дыхание, но и через кожу, особенно при сильном перегреве и недостаточной защите. Хроническое воздействие этих токсинов связано с повышением риска лейкемии, лимфом, рака легких, мочевого пузыря и кожи. По метаанализу 2006 года у пожарных достоверно повышен риск как минимум 10 видов рака. И даже после выхода на пенсию риск сохраняется с годами. Крайне важно использовать качественные СИЗы, проходить регулярные профосмотры, сдавать анализы и делать контрольные обследования. Ни в коем случае не игнорировать симптомы, слабость, одышку, кожные заболевания и при появлении любых признаков обратиться к врачу. Пятая профессия – водители, особенно дальнобойщики и таксисты. Еще одна профессия в зоне повышенного риска по онкологии. Причин несколько, и все они складываются в опасную комбинацию. Во-первых, постоянный контакт с дизельными выхлопными газами. Даже если кабина герметична, водитель дышит парами на погрузках, стоянках, в пробках, а дизельные газы – это канцероген первой группы по классификации Международного агентства по изучению рака. То есть с доказанным риском вызвать рак у человека. Наиболее четко прослеживается связь с раком мочевого пузыря, поджелудочной железы и толстой кишки. Во-вторых, гиподинамия. Многочасовое сидение без движения ухудшает кровоснабжение органов таза, нарушает обмен веществ, способствует ожирению. Все это факторы риска. В-третьих, питание на ходу. Быстрое, жирное, с большим количеством жареного, красного мяса, полуфабрикатов, сахара. Такая диета также ассоциирована с онкологией желудочно-кишечного тракта. А если человек еще и курит, чтобы не заснуть, это усиливает риск в разы. Как минимизировать риски? Делать плановые остановки с физической активностью, контролировать питание, вес, питьевой режим и проходить скрининг, особенно после 45 лет. Давайте я еще раз перечислю, что нужно делать. Первое. Проходите регулярные обследования. УЗИ, флюорография, колоноскопия, цитология, в зависимости от пола, возраста, факторов риска. Второе. Не игнорируйте СИЗ. Респираторы, маски, перчатки, экраны – это не для галочки, а защита вашей жизни. Я знаю, что люди, которые долго в профессии, они со временем иногда начинают пренебрегать методами собственной защиты. Но на самом деле это не просто формальность, это методы, которые могут спасти вашу жизнь. Третье. Следите за сном, питанием и физической активностью. Даже 30 минут в день ходьбы и овощи в рационе уже снижают риски. Четвертое. Если в семье были онкозаболевания у родственников, проконсультируйтесь у онкогенетика. Пятое. Знайте свои слабые места. Если вы работаете с растворителями регулярно, проверяйте печень. Если в ночные смены, контролируйте гормоны и приходите на маммографию.